Друзья, добрый день! Меня зовут Юрий Железняков, и в этом видео я расскажу о новом модельном ряде хлебопечек Panasonic. Посмотрев этот обзор, вы узнаете о возможностях новых хлебопечек, мы сравним их с предыдущим модельным рядом, а также я расскажу, чем мне новые хлебопечки понравились, а чем расстроили. Ну а в конце ролика будет интересный конкурс, поучаствовав в котором вы сможете получить ценные призы и подарки. Информация о конкурсе будет в описании под роликом. Компания Panasonic производит хлебопечки с 1987 года, достаточно давно. Предыдущее поколение хорошо себя зарекомендовало, но оно снимается с производства. Ему на смену приходят новые модели. Давайте посмотрим, на что же они способны. Первая задача хлебопечек – это замес теста. Вы сможете приготовить дрожжевое тесто, например, для пиццы или пирожков. Для дрожжевого теста, помимо процесса замеса, программа хлебопечки выполняет также расстойку теста. Специальный алгоритм рассчитывает температуру и время нагрева с учетом температуры в вашем помещении. Для этого внутри хлебопечки есть два датчика. Также хлебопечка может приготавливать бездрожжевое тесто, к примеру, для пельменей или хинкали. Вы можете приготавливать вареники, манты и другие блюда. Хлебопечка может замесить даже очень крутое тесто. Высокие выштамповки на корпусе ведерка, сложный алгоритм замеса и определенная форма лопатки позволяет сделать однородным любое тесто. Вторая задача хлебопечки, конечно, это выпечка хлеба. И тут новые модели Panasonic дадут возможность разгуляться вашей фантазии. Автоматические программы позволят выпекать высокий и воздушный белый хлеб. Различные варианты ржаного хлеба. Наиболее полезным будет цельнозерновой хлеб. Его, кстати, можно делать даже с добавками, например, с изюмом. В нашей стране, как и во многих других, у все большего количества людей возникает непереносимость к глютену. В новых хлебопечках Panasonic вы можете выпекать хлеб и кексы без глютена, а также делать безглютеновое тесто для пиццы и пасты. Уверен, вам точно понравится программа бездрожжевого хлеба. У хлебопечек есть ручное управление, и вы сами сможете выбирать параметры программ. Например, вы сможете выполнить замес и расстойку теста в хлебопечке по вашему рецепту, а потом, сформировав хлеб нужной формы, испечь его в духовке. Но если вам захочется приготовить варенье или джем, хлебопечка всегда вам в этом поможет. Готовить варенье, впрочем, как любые другие блюда, очень просто. Загружаете ингредиенты в ведерко, согласно рецепту, устанавливаете ведерко в хлебопечку и выбираете нужную программу. Уверен, что результат вас порадует. В инструкции к новым хлебопечкам вы найдете множество новых рецептов. А вот некоторые рецепты, которые мне нравились в старых моделях, к сожалению, в инструкцию не включили. И это печально. Вы легко можете выбирать и цвет корочки приготавливаемого хлеба, и размер, в зависимости от вашей семьи и аппетита. Ведерко у хлебопечки достаточно вместительное. Отдельно отмечу, что по давней традиции ведерко в хлебопечках Panasonic литое, с толстыми стенками. Толстые литые стенки плавно нагреваются и остывают, обеспечивая качественный подъем теста и выпечку хлеба. Получается воздушный мякиш и хрустящая корочка. Покрытие устойчиво к царапинам. По своему опыту, а пользуюсь хлебопечкой я уже более 10 лет, точно могу сказать, что покрытие долговечное. Оно всегда остается гладким и к нему практически не прилипает тесто и хлеб. Хлеб при этом всегда легко извлекается из формы. Как и в моделях предыдущего поколения, в новых хлебопечках нет просмотрового окна. Это очень хорошо, поскольку не будет утечки тепла. Также, исходя из своего опыта, скажу, что после нескольких выпеченных буханок хлеба в такие окошки уже никто не смотрит, как и в окошко стиральной машины. А вот макушка хлеба в хлебопечке без просмотрового окна будет более пропеченной, такой же, как нижняя и боковая часть хлеба. Вот тут я покажу отличие новых моделей от предыдущего поколения, которое мне очень понравилось. У хлебопечек изменилась форма, и теперь вам не нужно много места над хлебопечкой для того, чтобы открыть крышку и вытащить ведерко. Верхние шкафчики можно расположить ниже. Заодно покажу внутреннюю камеру.
В ней нас также ждут изменения. Механизм теперь полностью металлический. В зависимости от модели в верхней части хлебопечки могут быть различные диспенсеры. Диспенсер для орехов и изюма и диспенсер для дрожжей. Эти ингредиенты добавляются в хлеб в определенный момент, для того, чтобы процесс выпечки шел правильно. Преждевременное соединение дрожжей с жидкостями может привести к неправильному, недостаточному подъему теста. Хлеб не будет пышным. Если в хлебопечке нет диспенсера для дрожжей, важно разделять дрожжи и жидкости слоем муки. Если диспенсер есть, можно об этом не задумываться. Хлеб будет максимально высоким и воздушным. Диспенсер для орехов и изюма откроется в тот момент, когда завершится начальный этап замеса теста. Изюм не наберет лишней жидкости и не слипнется. Все ингредиенты будут распределены равномерно. Что касается управления, оно максимально простое. Программа на передней панели в текстовом виде, не иконки. Путаницы не будет. Кнопки управления простые и понятные. Впрочем, так Panasonic делает уже много лет. Теперь поговорим о различиях и сходстве между моделями. Базовые хлебопечки Panasonic SD B2510 умеют делать дрожжевое и бездрожжевое тесто. Умеют выпекать белый хлеб, ржаной, цельнозерновой, безглютеновый, а также бездрожжевой хлеб. Кроме того, в них вы легко сможете приготовить варенье. Модели SD-R2520 и SD-R2530 отличаются они между собой только цветом. Дополнительно оснащаются диспенсером для орехов и изюма. В них при этом больше программ для замеса теста. К примеру, добавляется программа замеса малодрожжевого хлеба и цельнозернового хлеба с изюмом. А главное, в этих моделях уже есть ручное управление. А значит, вам будут доступны любые виды хлеба и теста. Старшие модели SD YR2540 и 2550, они тоже отличаются только цветом, дополнительно оснащены диспенсером для дрожжей. Гораздо удобнее будет готовить хлеб с отсрочкой. Кроме того, в этих моделях доступна программа для замеса ржаного теста и программа выпечки кексов. Подведу итог и выделю преимущества и недостатки новых моделей хлебопечек Panasonic. Плюсы. Новый дизайн и удобная, очень компактная верхняя крышка. Второе. Теперь программы безглютеновый, бездрожжевой и ржаной хлеб есть в каждой модели хлебопечки Panasonic. Третье. Panasonic сохранил качественное литое ведерко хлебопечек с толстыми стенками и износостойким покрытием. Это всегда было огромным преимуществом хлебопечек Panasonic. Четвертое. Качество выпечки и замеса осталось на очень высоком уровне. В этом я лично убедился. Ну и последнее. Важно, что в инструкции появились новые рецепты, которые позволят разнообразить ваше меню. Минусы тоже есть. Самый существенный, на мой взгляд, в том, что в новую инструкцию не попали рецепты от предыдущих моделей. Некоторые из них мне очень нравились. Но вы без проблем сможете скачать инструкции к предыдущему поколению хлебопечек и использовать такие рецепты. Друзья, в описании под видео я оставлю информацию о конкурсе, участвуя в котором вы сможете получить ценные призы и подарки. Также в описании оставлю ссылку на официальный сайт компании iplaza.panasonic.ru, на котором сможете лучше узнать о новых моделях хлебопечек. Ну, если данное видео показалось вам интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за ваше внимание.